Итак, всем доброго времени суток. И сегодня я хочу поговорить с вами о программировании для трейдинга. Для того, чтобы упростить себе жизнь в трейдинге, о своих наработках, к чему я пришел, чего я достиг за год программирования в трейдинге. То есть я специально начал изучать программирование для того, чтобы использовать его в трейдинге, в торговле бинарными опционами, чтобы максимально автоматизировать процессы, чтобы передавать полностью работу в код, полностью поиск точек входа предоставить для кода, чтобы код был моими глазами, вот, и выполнял все то, что я вот сам сижу и делаю, глазами ищу точки входа. И у меня есть очень интересные на сегодняшний день наработки, которыми я хотел бы с вами поделиться. Итак, за это время было очень много перелопачено стратегий. Вот еще о чем хотелось сказать. Потрачено огромнейшее количество времени. Много чего не сработало. Любую стратегию, естественно, нужно тестировать минимум там несколько недель, а желательно лучше минимум месяц, чтобы в долгосроке, то есть проверить ее, как она работает и какие результаты она приносит. Вот. Просто огромное множество работы было переделано, стратегий множество, всяких гипотез было перелопачено, и большинство из них вылетело в трубу. Давайте я перейду сейчас в сам код. Вот. Но кое-что все же сработало, не без этого. Естественно, если, как говорится, долго мучиться, то что-нибудь и получится. Вот. Поэтому сегодня у меня есть чем с вами поделиться, есть о чем с вами поговорить. Поэтому, друзья, будет очень интересно. Заранее можете поставить лайк, подписаться на канал, потому что здесь о программировании в трейдинге, то есть не о самом программировании, а здесь именно о результатах моего кодинга, моего программирования и уже конкретно рабочие стратегии, которые на полном автопилоте пашут и приносят прибыль. Итак, смотрите, значит, я перешел в сам код, программа, в которой я создаю код. Это PyCharm, это не сама суть. Значит, у меня отдельный создан модуль здесь в коде, который считает статистику. То есть торговый робот постоянно торгует, кучу стратегий. У меня сейчас, вот на данный момент 35 стратегий тестируются из последних, которых я запустил, вот, и из которых вот проходят проверку. И чем вот я могу уже поделиться, вот есть интересные стратегии, вот на одной из них я сегодня заострю ваше внимание, то по которой вполне уже можно и нужно работать и зарабатывать деньги. Итак, это именно консольное, сейчас открыто окно вывода, вот, окно самого кода, вот оно, вот сам код. Одна из малых частей кода, на самом деле очень много модулей здесь различных с кодом. Вот. И возвращаемся к консольный вывод. То есть вывод в консоль работы самого модуля, который считает всю статистику по каждой стратегии отдельно. Значит, я уже вбил сюда свою стратегию, которую я хочу конкретно вам продемонстрировать. Здесь у меня, соответственно, вот если полистать, вот огромное множество стратегий, вот на любой можно остановиться, вот написано статистика торговли, бот, какая папка, вот это само название стратегии. Статистика демо, уровней GPT, пролет 2 уровней, вот, экспирация 7. OTC, то есть все разбито по полочкам, то есть конкретно, то есть что это на OTC тестировалось, на валютных парах. И отдельно считается статистика на активах биржевых. То есть полностью есть разделение, то есть чтобы четко понимать, какой результат торговли по OTC, какой там на бирже. Вот. И так вот каждый день расписан. Давайте вернемся к моей стратегии, которая именно вот на сегодня самый лучший результат показывает. Есть еще интересный, но сегодня я вот о самой, на которой нужно заострить внимание и по которой я хотел бы и пригласить уже и вас, соответственно, работать и зарабатывать деньги. Итак, смотрите, что происходит. Значит, я тестирую каждую стратегию на 15 временных различных экспирациях. То есть на вход в сделку на 1 минуту, вход в сделку на 2 минуты, на 3 и
так далее с шагом в 1 минуту, вплоть до 15 минуты. То есть по каждой стратегии тестируется от 1 минуты до 15 минуты экспирации, чтобы понять, какая экспирация приносит лучше всего результат. И вот мы видим стратегия Bollinger RSI, волчки и снова на вершину. Но пишу вот так вот, так как сам не сильно в ладах именно с английским, да, мне проще писать вот английскими буквами на русском. То есть название самой стратегии, сама суть, и так, чтобы мне было как программисту понятно всегда, о чем стратегия, так как их у меня постоянно много тестируется. В данном случае вот 35, бывало их штуки 50 тестировалось одновременно. Смотрим, значит, название стратегии, экспирация 1 минута OTC. То есть это именно статистика на OTC. Значит, сразу можем вот снизу посмотреть, что статистика за какой период. За 33 дня суммарно, то есть в работе стратегия данная тестируется 33 дня. Сразу же мы видим все плюсовые сделки 112, все минусовые сделки 86. Процент успешности сделок 56,6%. Заработано за весь этот период 14,8, ну практически 15 долларов. Вот, но и здесь дальше расписано по дням. Каждый день сколько принес прибыли. Вот, прибыль за 29, за 30, 31 число, 1 за 2 число, да, за каждый день. Вот минус был минус 0,3, ну, плюс 3 доллара, плюс 1, то есть расписан каждый день. Процент торговли, за каждый день какую успешность, в процентах считается процент успешности торговли. И общая прибыль суммарно выводится на этот момент, на момент этого дня, какая была общая прибыль. Вот, то есть все основные ключевые показатели здесь есть. И плюс ко всему еще по каждой стратегии и, соответственно, плюс по каждой экспирации для каждой стратегии, да, мы еще видим, я еще вывожу, сколько минусов максимально было в ряд. То есть максимальное количество минусов, которые в стратегии в ряд встречались, то есть сделка в минус, следующая опять сделка в минус. 7 минусов в ряд. 7-1 встречалось всего лишь за все это время 1 раз. Следующий шаг на убывание 4 минуса, 4 раза встречалось. Ну и так далее. Вот. Естественно, 1 минус в ряд, то есть 22 раза за все время. Ну, то есть очень полезно, то есть видеть тоже для себя. Хорошо, а теперь двинемся дальше и посмотрим другие время экспирации для данной стратегии, потому что это не лучший показатель для этой стратегии. Смотрите, значит, 10, экспирация в 10 минут 56% успешности торговли. И будем искать самые максимальные. 11 минут экспирация сделки уже 57,5% успешности, 12% 58% успешности. И, соответственно, мы видим, что прибыль увеличивается. Заработанных денег становится больше, потому что процент торговли успешности выше, соответственно, и заработано больше денег. Опять 56 здесь. Здесь время экспирации 14, тут 55, еще ниже показатель. И сейчас я просто перелистнул на самые лучшие показатели. Так, вот у нас уже довольно хороший показатель. Экспирация в 2 минуты сделка. Практически 60% успешности у данной стратегии здесь. Вот, то есть 60%, о чем здесь речь? О том, что 60% сделок закрылись в плюс. Сколько процентов, то есть сделок, закрывается в плюс? 60% сделок закрывается в плюс. Точка безубыточности для OTC 53%. Все, что выше 53% мы торгуем, если считать с доходностью в 90%, это тоже важно понимать. Все, что выше 53%, это уже мы торгуем в плюс. Вот здесь уже практически 60% заработано 27%, но самый лучший показатель, вот он. Вот он, на чем мы здесь можем уже остановиться. То есть экспирация в 3 минуты,
62% успешности сделок, 62% сделки закрываются в плюс. И, соответственно, учитывая то, что мы входим в сделки только с прибыльностью в 90%, заработано за 33 дня, прибыль с выплатой в 90%, суммарная составляет 34 суммы сделки я пишу. То есть это условные единицы. То есть учитывается, берется в расчет то, что один вход в сделку это как одна единица. То есть как $1, можно так другими словами назвать. То есть, соответственно, если бы мы входили в сделку на $1, вот, то здесь мы бы за это время, за 33 дня заработали $34. Вот, понятно. Просто считается один вход в сделку как одна единица измерения. Вот. Если бы мы входили здесь в сделку, соответственно, допустим, на $100, да, то было бы заработано, соответственно, добавляем 2 нуля, $3400. Поняли, да? То есть это просто считается на подсчете один вход в сделку как одна единица. Успех сделки в одну единицу считается. Ну, как в $1. Все, разобрались. То есть здесь, если вход в сделку, еще раз, к примеру, был бы в каждый вход в сделку $10, то плюс 0 за это время, за 33 дня заработано $340. Все, а тут считается, как будто я постоянно как будто по доллару вхожу в сделку. Смотрим дальше. Ну и вся статистика по дням. Можем опуститься в самый низ. Вот, и вот, пожалуйста, тут опять же максимальных минусов в ряд 5. Встречалось всего лишь один раз. Вот оно по минусам, картина вся. Вот статистика за 5 число. Сегодня у нас 2025 год, октябрь месяц, 5 число. За сегодня заработано 3,3, то есть больше 3 единиц от самой сделки. То есть если бы мы входили по доллару в сделку, то сегодня заработано больше $3, 3,3. Если мы входили по $10 в сделку, сегодня заработано $33. Вот, за вчера 0,5. То есть, поняли, считается как, пока что это как бы тестовые данные, да, статистически, как доллар вход в сделку. То есть, соответственно, вы поняли. То есть, 0,3 заработано 2,5. Если считаем, что вход в сделку доллар, да, 2 числа 2,06. И вот она вся статистика. 1,7, тут минус 0,5. Вот опять в плюс, там где минус, там мы видим минус. Вот минусовые дни, минус 3,2, минус 4, минус 4, то есть минус 1. Вот они есть минусовые дня. Есть минусовые дни, как бы вы их видите. Вот она вся статистика. Вот, и, соответственно, одна из самых лучших, в принципе, результатов на сегодня, что показывает стратегия, по которой я уже вас приглашаю тоже работать и зарабатывать вместе со мной. Это по данной стратегии вход в сделку на 3 минуты. Можно, в принципе, также входить, смотрите, легко и на 4 минуты, практически чуть-чуть ниже статистика. Можно входить в сделку, в принципе, и на 5 минут, немножко похуже. На 6 еще можно входить, и на 7. Практически та же успешность в процентах, и практически, соответственно, та же прибыль на 7 минутах. Тоже можно входить либо на 3 минуты, либо, кто хочет, можете и на 7 минут входить. Все, то есть просто для вас показываю эту картину. Вот такие дела. Так что, кто хочет работать и зарабатывать, кто устал терять деньги, пишите мне в телеграм-канал, прими в команду. Значит, участие, вступление в группу в телеграм-канале абсолютно бесплатные. Хватит терять деньги, хватит тратить время, присоединяйтесь и будем вместе зарабатывать. То есть, получается, фишка в чем? В том, что фактор человеческой ошибки здесь уходит, понимаете? То есть, когда ты передаешь все в код, код не ошибается, он без усталости следит за абсолютно всеми активами постоянно, в каждый момент времени.
анализирует каждую новую полученную свечу. Вот, и не пропустит ни одной точки входа. И не войдет там, где не надо, понимаете? Работает 24/7 и не ошибается. А человек может заиграться, ошибиться, что-то не так воспринять, распознать. Давайте посмотрим визуализируем эти точки входа, которые были сделаны ботом. Также через код, отдельную библиотеку Matplotlib, я визуализирую записанные у меня все точки входа, которые бот подсчитывал, он записывал их, сохранял их в отдельный CSV файл. И мы можем сейчас все это просмотреть. Ага, стоп, это не то. Это не то. И вот здесь вот это уменьшенный график, его нужно увеличивать. Вот все эти треугольники, это маячки самих точек входа. Тут вам не нужно в подробности, и не нужно вам углубляться, чтобы понимать, что сейчас происходит, почему я вот это сейчас его растягиваю, увеличиваю, потому что это все чистое программирование, но вам нужно просто понимать, что у меня CSV файл, в который постоянно записываются все сделки, в которых бот входил, с отрезком движения цены, там, где именно он входил. И я открываю, смотрю, все анализирую, все точки входа. Это все сам я сделал для себя, чтобы полностью быть погруженным во все сделки, как они выглядят, чтобы постоянно докручивать все гайки, которые нужно докрутить, чтобы максимально получать тот результат, который я хочу, чтобы сделки, сами точки входа выглядели так, как я хочу. Итак, мы видим отрезок цены, это линии Боллинджера, вот они простраиваются. И мы видим здесь, на чем построен сигнал. На том, что за линией Боллинджера идут два доджи с фитилями. Ну, по сути, не доджи с фитилями. По сути, это как пин-бары. По сути, два пин-бара, за которыми еще один выход идет свечи. И вход, смотрите, друзья, вот здесь вот треугольник показывает, что это последняя сигнальная свеча, за которой вот вход в сделку. То есть, секундочку, значит, смотрите, вот сама модель, которую я в код прописал, которую код анализирует. Два пин-бара, которые касаются крайней линии Боллинджера, либо нижней, либо верхней, вот, касается либо за Боллинджером, здесь за сюда, здесь либо выше. И после свеча, которая еще приличным телом должна двинуться опять же от Боллинджера. В данном случае вверх она движется вверх от Боллинджера. И вход в сделку вот здесь вот на закрытие свечи, то есть вот пошел уже, вот здесь вошли в сделку, это уже сделка, эта свеча закрылась в плюс, ну вот, и дальше просто мы видим движение цены. Вот. Давайте рассмотрим еще пару сделок. Давайте для удобства возьмем вот эти. Они, видите, получается, почему так разбросаны, но это немножко долго объяснять. То есть это с разных активов записывалось на одну ценовую шкалу с разных активов, поэтому нужно их вот так вот все немножко раскрывать на увеличение. Вот. Так, здесь мы видим вот такую картину. То же самое. Маленькие тела, длинные хвосты, практически пин-бары. Выход большой, довольно большой свечой. Сразу откат, но было еще одно понижение, и цена поперла. И вход, естественно, на откат. Вход на откат. Вот при вот этой модели, когда нижняя линия Боллинджера пробита и сигнал, то вход, естественно, на повышение всегда. При ситуации, вот если сверху была пробита верхняя линия Боллинджера, да, то вход будет всегда, естественно, в сделку на понижение. Давайте еще рассмотрим пару ситуаций, которые робот отторговал и записал мне вот в CSV файл, чтобы я мог анализировать и вам показывать. Здесь мы видим, вот опять же, видите, здесь сама суть — это маленькие свечи. Это не то, что у них тени. Сама суть — то, что вот свечи маленькие, вот. То есть, а сама модель торговая по данной стратегии складывается с 3 свечей. 2 свечи с очень маленькими телами, практически доджи. Потом довольно приличная свеча выходит. Она маленькая здесь не может быть. Тут все прописано
очень много правил прописано. Все это я своими руками прописывал. Вот такой выход серьезной свечи всегда будет. И пошел после этого откат. Раз, два, вот, 3, 4, 5, вот. И пошла цена, посыпалась. То есть плюс уже вот здесь мы забираем, здесь плюс, здесь, в принципе, тоже плюс. Эти две свечи минусовые, если экспирация вот на этих свечах. И все, и опять в плюс. Все эти, на этих всех свечах тоже плюс. Вот, о чем я говорил. Абсолютно так же самое, то есть зеркально, как от нижнего линии Боллинджера, так и от верхней линии Боллинджера. Зеркально также работает данная стратегия. Вот, ну давайте еще одну вам покажу, любую. Давайте вот эту. Так. Так, мы что, ее смотрели? Что я не понял. Такая же самая. Давайте вот эту точно мы не смотрели. Так. Так. И вот здесь такая ситуация. Опять же, маленькие тела, практически доджи, две свечи. Опять же, одна вот чиркает либо за уровнем Боллинджера, здесь за, хорошая уверенная свеча. Вход вот здесь, следующая сделка вот минусовая, минусовая, минусовая. Пошел откат. Вот, на этой уже сделка в плюс, 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 все, поперла цена. Ну, давайте последнюю рассмотрим. Так, и вот такая картина здесь. Смотрите, опять же, вот они, две свечи. Бот анализирует, что должно быть две свечи, которые вот за Боллинджером, либо касаются Боллинджера, практически доджи. Хороший выход, вход в сделку вот здесь на закрытии свечи. И пошел откат. Раз, два, все. И цена ушла вниз. Что еще хотел вам сказать, друзья, так если кому-то нужно разработать код для трейдинга, да, возможно разработать какую-то уникальную стратегию, то обращайтесь. В данное время я рассматриваю такие заявки. Возможно, кто-то хочет приобрести всю целиком программу, которая у меня есть. Данная программа является собой такой мощный комбайн, в котором можно тестировать сразу одновременно огромное множество стратегий по разным экспирациям и визуализировать эти точки входа, наглядно все видеть, контролировать всю статистику, полностью детализировать всю статистику. Вот, тоже обращайтесь. То есть по любым вопросам кому-то может эксклюзивную какую-то стратегию написать, вот, кому-то что-то в чем-то какая-то помощь нужна, что может быть связано именно с кодингом для программирования, то в данное время такие заказы я буду тоже от вас рассматривать. Вот. Что еще хотела сказать, что данная стратегия, которую вот я с вами показал вам, и по которой я сейчас приглашаю вас торговать вместе со мной в телеграм-канале моем, данная стратегия работает без догонов. То есть она работает исключительно просто ровными сделками, одной ровной суммой входа в сделку, без всяких догонов, без всякого мартингейла. Помимо этого, хотел на завершение видео показать вам, что я разработал собственный индикатор, который показывает уровни. Это тоже отрезок от исторических данных. Тут сколько часов, 5 примерно, по-моему, ну, приблизительно исторических данных. И вот эти линии, это именно уровни. Здесь на треугольники не обращайте внимания, это там точки, по которым строятся уровни. Тут вот именно вот смотрите на сами уровни. То есть прописал свой собственный индикатор уровней, который сейчас, по которым тоже очень много стратегий тестируется. И там очень интересные зреют результаты. Здесь можно сместиться сейчас на другой фрагмент цены, просто для интереса еще смещение сделать и посмотреть, что мы еще увидим. Какие уровни на другом отрезке цены. Так, уровни, вот модуль уровнями, вот код сам, чистый код, который считает уровни. Давайте сместимся на другой
интервал в исторических данных и посмотрим еще немножко на эти уровни. Так, просто чтобы вы сами понимали, эти уровни я буду доделывать, буду выводить, скорее всего, на TradingView, чтобы они там были в доступе. Пишите, кстати, мне очень интересно узнать, кто пользовался достаточно хорошим индикатором уровней, так, чтобы это действительно был крутой индикатор уровней. В данном случае речь именно о горизонтальных уровнях идет. Вот, я еще планирую и уровни трендовые сделать индикатор. Но пока что, вот, смотрите, ну не прекрасно ли, друзья? И тут фишка в том, что он усредняет уровни, которые он уходит близко один к другому, он их объединяет, немножко усредняет. И вот смотрите, смотрите, с какие жирные уровни он видит, этот индикатор. Смотрите. От самых серьезных реакций, где происходит, он простраивает. Мне кажется, очень хорошо, очень неплохо. И напишите, кто вот действительно пользовался хорошим индикатором уровней, который простраивает действительно достойные уровни. Вот здесь мы даже видим полную картину по уровням. Сколько уровней было простроено, и видно, что вот объединено 3 уровня в один. Полностью прописано, какой диапазон позволительно объединять близкостоящих уровней, чтобы не создавать кучу уровней на графике один рядом с другим. Нет, если довольно близко они стоят, вот 3 было объединено в один. То есть все продумано, очень много правил прописано, чтобы все работало красиво. Давайте еще раз вместимся, чтобы просто вы понимали, что вот еще много стратегий на подходе тестируется от этих уровней. Реакция на откат тоже с различными правилами на вход в сделку. Сместимся еще в исторических данных на 1000 свечей. Ждем. Немножко компьютеру тяжеловато, потому что вот мы видим здесь, кстати, обратите внимание сразу, 6 уровней объединено в один уровень. Вот здесь 3 уровня в один. Давайте посмотрим. Нет, это не то. Так, вот они. И вот этот отрезок, смотрите. Ну, по-моему, очень неплохо. Смотрите, вот там, где сильные реакции, везде стоит уровень. Вот сильнейшие реакции идут у нас. И вот он уровень, да. Вот тоже реакции на этом уровне есть. Очень неслабые реакции, посмотрите. Здесь я вообще молчу. Посмотрите, как он ставит уровни. Посмотрите. И вот эту пику тоже взял во внимание. Все, дальше ничего не построил, потому что не было за что зацепиться данному индикатору. Вот. Так что скажите, достойный ли данный индикатор, пишите свои комментарии. Либо кто-то видел уже что-то похожее, настолько достойное внимания, кто-то уже пользовался каким-то индикатором. Напишите его название, мне будет интересно. Может, кто-то лучше видел индикаторы. Но по моему личному опыту, все, что я не перепробовал на TradingView, но оно и близко не стояло рядом с вот этим индикатором, который показывает чистые уровни, красивые, понятные, от которых именно мощнейшие реакции происходят. Все, друзья, на этом буду заканчивать видео. Значит, приглашаю вас торговать на автоматизированную торговлю именно по данной стратегии, которая уже более месяца в тестировании прошла. Уже телеграм-канал готов, уже код написан, который отправляет уже сделки в телеграм-канал. То есть как только сигнал поступил из бота торгового, то сразу же в телеграм-канал мой торговый сигналами летит этот сигнал с описанием входа в сделку. Сделка там какой актив, на повышение, на понижение. В сутки примерно там 6-7 сигналов приходит абсолютно в любое время. Просто всегда телефон должен быть под рукой. У вас из телефона вы всегда слышите, что сигнал новый поступил. Быстро залетаете на приложение Pocket Option и открываете сделку по условиям, которые вы получили в Телеграме по боту. Вот, и все, вот и вся философия. Давайте зарабатывать вместе, пишите мне в личку, прими в команду и вперед, давайте будем
работать. Все, спасибо всем за внимание. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь, это очень важно, потому что такие полезные, действительно, искренне честные видео, которые не просто бла-бла-бла, которые вот все по факту вам рассказываю, вот как оно есть, без приукрасов, вообще без воды и без всяких приукрас. Я думаю, их должны люди видеть, поэтому обязательно лайк и подписывайтесь. Это для алгоритмов очень важно, чтобы это видео замечали и другие люди. Все, всем спасибо за внимание, увидимся, услышимся, пока-пока.